пробное интервью. Я выбрала тебя, потому что ты медийная личность, хоть ты и не записываешь ничего, не А, стримишь, а ничего. ты видела? Меня забанили. Но, крестный отец, я не знаю, что мне делать. Не знаю, что делать. Веди себя как мужчина. Что с тобой? Превратился в голливудского педика и плачешь как женщина. Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Так а это доказано Ну, или есть нет? какие-то, ну, вообще никаких не доказательств, ни одного видео, типа, не предоставили. Я сказал, я могу, ну, вообще все что угодно вам сделать. Записать видосы, там, дать проверить в компьютер, ну, что угодно абсолютно, типа. Говорю, покажите мне хотя бы видео, которые на меня Они говорят, это, типа, ну, очень долго уже длится, там, что-то мы за тобой там следим чуть ли не с момента, как ты первый раз на сервер зашел, очень много тикетов, очень много видео. Я говорю, покажите мне хотя бы парочку, может быть, у меня есть, ну, тоже, я же тоже что-то у меня, да, есть какие-то Мгм. видосы. Я вам покажу их, ну, и, типа, ну, это бред, какие, типа, ты там такие читы придумали. Вот серьезно, вот Lag Switch, вот зайди в Google, в YouTube, там напиши Switch Lag Conan Exiles и Ну, посмотри, что это за чит. Это же уже вообще лютые какие-то программы, нет? ну, насколько я знаю, свитчлак это просто когда ты по КМ бьешь. Разве это не то? Я Все, уже не помню. все это называют свитчлагом. Ну, это же ведь банят, потому что... Точнее, за это банят, потому что многие, кто бьет на правую, у них другая анимация, и, следовательно, другая атака вырисовывается, и урон другой. Из-за этого многие жалуются на этот свитчлаг, и так его и прозвали. Типа свитчлаг ПКМом. И ПКМом во многих серверах ну, запрещено бить в принципе, потому что это приравнивается к бану из-за рассинхрона игры. Нет. Смотри. Чел включает Switch Lag, и у него противник стоит на месте, и он его бьет. А на самом деле человек вообще в другом месте. Короче, когда тип стену бьет, грубо говоря, знаешь, там на аренке, А это, а ты урон получаешь. слушай, а я знаю, что это по-другому называется. Это не как свитчлак называется, а нетлимитер, что ли. Я вообще без понятия, как это, но, скорее всего, с нетлимитером ты просто интернет выключаешь на пару секунд, знаешь, Мгм. и типа бьешь чела в АФК, но при этом ты тоже в АФК стоишь. У типа был А это где? видос. Это где? Да, в доксах, по-моему, ща. То есть вот он бегает, бегает, все, он отключил интернет у себя, соответственно, он у себя там бьет этого, потом включается интернет, и вот такая Ну хуйня вот, происходит. это вот нетлимитер же должен Это быть. нетлимитер, да, но, короче, так как ты не то, что даже знаешь, нетлимитер, это можно элементарно просто провод интернета дернуть. Так и Надо через попробовать. и через колючки так типа лазят. Ну вот, ну просто с читом это типа тебя там не кикнет, знаешь, из-за интернета или еще что-то, и ты можешь там, если что, отойти, наверное. Ну, короче, ну это лютые читы, нет, по-моему? По-моему, это жесть. Ну да. Что там еще? Спид-хак, спид-атак, хак, типа я быстрее остальных бью. Ага. Ну, это просто смешно, я, бля, не знаю. Ну, я и подумала. Нет, на самом деле, когда я тебя не знала, это было давно, это было, наверное, 2 года назад или 3. Ну, короче, я не помню, сколько давно. Так я в Конан играю где-то года два-полтора. Значит, 2 года, потому что там еще новичок был. Ну, короче, что-то типа этого. Вот. И получается, многие говорили, что ты читер, и поэтому у всех такое мнение и впечатление о тебе, ну, как бы образовалось. Я играл, короче, в Конан. Буквально вот только начинал, у меня там часов до 1000 доходило, может быть, даже 500. Я играл на Апокале, тогда еще у Дарга стримы есть старые. Мгм. Когда еще пика была, бесконечная стамина. Э, И все, и мне написал, типа, тогда еще был Кром на Аутоморе, а Руслан Апокал. И они говорят, типа, на тебя очень много тикетов, типа, ну, ты играешь с читами. Я говорю, нет, типа, все дела, короче. Они говорят, ну, позаписывай нам видео, короче. Они у меня на демке посидели, я им видосы всякие покидал, и все, типа, этот вопрос закрылся. Сейчас вот опять, мы играли вот на Апокале последний вайп. Опять он мне говорит, типа, зачем ты с щитами играешь? Я говорю, блядь, да ну нет ничего. Вот как людям доказать это, я не знаю. Начать стримить, что ли?
стримить, я не знаю, видосы записывать, какой смысл видосы записывать, если можно видосы записывать, типа, и стримить можно также, по сути, с читами, но ты просто их не захватываешь. Это тоже не особо. Я из тех людей, которые готов именно читеру просто руки обломать в реальной жизни. А использовать их еще это вообще. Ну, а почему тогда не стал стримером, ютубером, если ты в любом случае записываешь видосики? Да, я редко записываю. Мне впадло просто этим заниматься. Сейчас разбираться в программах там. Да и И- тем более вот смотришь все эти видосы кононовские, ну для чего? Я вообще без понятия. Какой в этом смысл? Показать то, что типа ты там кого-то убиваешь. Да все и так знают, что я кого-то убиваю. Ну, а так у тебя еще будет какой-нибудь классный видосик под музычку, как ты всех убиваешь. Ну, не знаю, не вижу в этом какого-то смысла. Стримить, может быть, еще можно было бы, но игра настолько мертвая, что во-первых, хватает стримеров, мне кажется, уже. Достаточно, так скажем. У меня вся пачка, грубо говоря, стримит. Холли стримит, Мафио иногда стримит, Гитло стримит, кто? Этот, как его? Линкинг Мансур тоже стримит. Это только тех, которые я знаю. М. Дарк стримит, ну, он уже, к сожалению, в Конан вряд ли будет играть. Странно все с этими европейскими серверами, типа, ну вот серьезно, вот я вот вчера играл на ивенте, вот эти по воскресеньям. Чел просто со спидхаком гоняет, короче. Просто, ну, короче, очень легко догоняет меня. Там еще второй видос есть. Ну, не суть важно. Пишу админу, типа, ну посмотри за ним. Он говорит, сейчас посмотрю. Говорит, ничего не вижу, все нормально. Я ему скидываю видос, он такой, «А, Как как же же так? так? Что ж такое? Блин, не знаю. Говорит, типа, что он написал, типа, Black Sabbath, это его друг, он у него спросит, я дам тебе знать. И все. На этом диалог окончен. Как ты вообще впервые узнал об этой игре, об великом Конане Экзайлсе? Почему именно эта игра? На- Просто пришел один раз к дядьке в гости своему, а он такой, ему под 40, но он, короче, в компах шарит очень хорошо. Ну и, соответственно, играет во все игры вообще подряд. Вот все, что в Стиме стоит дороже там 2000 рублей, он покупает и играет. Вот, я пришел к нему, он играл в Конан. Я играл на его аккаунте сначала, потом, естественно, купил себе, ну и все, так и начал. А что тебя зацепило? Не знаю, в целом движение персонажа, наверное, боевка. Ну, нет таких аналогов. Пытался искать похожие игры какие-нибудь. Ну, как Ну, раз таки таких. есть Арк, Раст, Вальхейм тот же, А не, либо не, Салмаск. это все не то. Ну, Rust это вообще, ну, шутер, а Conan это такое что-то, ну, больше Средневековый. миличное, да, средневековое, что-то такое. Ну, вот Раз мне Раст пострелять тоже не просто. нравится. Да. Не, в Rust я тоже играю, почему нет? Вот мне Раст почему-то не зашел. Наверное, из-за того, что там обычное оружие, которое вот пистолетики, всякие пушки. Наверное, это не заходит мне. А вот именно ну, как бы молот, это вот секиры, луки, вот такое больше заходит. Да, согласен. Ну, по настроению. Иногда Rust, иногда Conan, иногда вообще Counter-Strike какой-нибудь. Но какие у тебя есть запоминающиеся моменты в PvP, к примеру, в том же самом Конане? Ну, поначалу, когда начинал играть, вообще все запоминалось почти. Потому что было интересно. Ну, короче, чем больше часов, тем как-то уже плевать становится, сколько и как ты убиваешь. Соответственно, и записывать я стал намного меньше, и уже все. Ну, самые такие, наверное, это когда ты там в соло остаешься и убиваешь там толпу врагов. Ну вот когда ты оставался один, сколько ты максимум мог убить? Не, ну смотря какие противники. Допустим, на апокалипсисе какого-нибудь там можно было и пятерых убить. На каких-нибудь, на чем? На сервере с пикой там, ну, можно, я думаю, 1 в 3 было брать. Ну, делал. Ну, 1-3 это сильно. Ну, а в целом, сколько часов в день ты обычно играешь? Ой, по-разному. Могу
целую неделю сидеть по, блядь, 14 часов могу неделю вообще не играть. Ну, то есть бывает перегорание. Не то, что перегорание, ну, свои дела. Да и в целом в Конане, знаешь, как бы не каждый день есть что делать. Там вайп Согласна, да. отыграли, все. Ждешь какой-то другой сервак, новый вайп. Вот, блядь, зашел на Пантос, поиграл, блядь, 3 дня, все, нахуй. Больше Наигрался. не могу. Ну, а вообще, вот, например, соперники или кланы, с которыми ты особенно любишь как это сражаться, интерес большой есть. Наверное, нет. Ну, то Ну, есть ты если, всех если есть, приравниваешь под одну, грубо говоря, колею. ну, нет. Почему? Ну, тут тоже можно рассуждать об этом очень долго и нудно. Если, допустим, брать серное ПВП, вот там, блядь, Чакрам с клан Size 5, Альянсиса нельзя. Ну, никто не придет, ты кого угодно позовешь 1 на 1, 5 на 5, ну, никто не придет, даже если full состав в онлайне. Типы, ну, очень много говорят в чате, а по факту там, ну, никто не хочет с тобой драться. Не хочет, не может. Кто-то пытается, после пары файтов просто сгорает, выходит. Но на самом деле так и на всех серверах. Хотя на ИУ, сколько вот я играла, люди более активные, чем на РУ. Это вот, опять-таки, одна из причин. Допустим, вот этот топ-борд. Это вообще ужас. Зачем он вообще придуман? Вот именно конкретно соло вот этот борд, где у каждого свои Угу. киллы и смерти. Вот мне кажется, из-за этого все люди боятся там подслить КДшечку свою, там умереть там от человека, который ему не нравится, там и так далее. Вот, допустим, первый вайп был на Чакраме, там только киллы были. Это, ну, это был, наверное, самый лучший вайп с пикой за последние... Да за все время, наверное, игры. Лучше, наверное, только на Апокале было с бесконечной стаминой. Ну, реально, там файт на файте, просто 24/7 ты выходишь с кибитки, везде, по всей карте абсолютно файты. Люди дерутся, потому что, ну, плевать вообще там на твои смерти и так далее. И интереснее было намного. Вот эти смерти, то есть люди не придут драться, если их, ну, меньше там, чем фулл клан. Вот, ну, никто не придет драться, если 4 там 3-4 человека, люди не придут на серу, зная, что там 5 человек. Ну да. Просто, ну, не придут. Даже если ты позовешь один в один драться. Да, 1 в 1, тем более, ну, не, может быть, кто-то и соглашается, но со мной 1 на 1, ну, никто не соглашается. Не, почему некоторые соглашаются? Так когда, не, ну, понятно, и свои там соглашаются, там ты, Ликинг какой-нибудь, А кто такое, ну, тебя и все. знает как читера, не соглашаются. Тебя большинство знает как читера, хотя ты сам не читер. Это, конечно, Ну, что забавно. поделать, без понятия вообще, что делать в такой ситуации. Если есть у кого-то какие-то предложения, можно выслушать, я думаю, будет. А есть, например, люди, которыми ты вдохновляешься, либо под кого-то равняешься. Все, что могу сказать, это то, что, ну, естественно, Дарга смотрел, там его, типа, обучающие видосы. Ну, как смотрел? То есть я, ну, начал играть в игру, бегал со всяким монстром, типа там мечей всяких, топоров. Мгм. Вот потом меня встретили, убили с копья пару раз. Я понял, что это имба оружие. Посмотрел видос у Дарга, какой билд, типа, что крафтить, как делать, что одевать, и все. И, ну, потом, что, аренка всякая, учился с пикой играть. Ну, нет, прям так, а кого можно смотреть там? Максимум я заходил на стримы, типа, и смотрел, как я убиваю или меня убивают. Что там еще можно посмотреть? Я не знаю. А сам вот ты даешь ну, новичкам какие-нибудь советы в ПВП или просто указываешь там на основные ошибки, которые они совершают? Ну, если меня спрашивают, да. В основном там, ну, мало кто это делает. Все пишут, фу, ты лагаешь, фу, ты с читами. Ну, я не могу. Игра говно. Так что мало кому, ну, мало кто спрашивает. Да вообще, наверное, никто не спрашивает. Там максимум я скажу человеку, чтобы он включил режим джойстика, а не крабом бегал. Геймпада ты имеешь в виду? Ну да. Ну да, это забавно наблюдать, когда человек разворачивается, бежит спиной и смотрит на тебя. Когда-то мы также бегали. Я тоже крабом бегал. Да все так бегали до поры до времени. Да, до М, первого тимфайта.
Ну, а в целом, что касается вот игры, следишь ли ты за обновлениями? Вообще, каких изменений ждешь больше всего? Только пика в этой игре нужна, я думаю. Я читал форумы, там разрабы думают, что нам нужна увечка, чтобы легче было убивать противников, но без разницы, можно и без увечки копье вернуть. Ну да, кстати. Я поиграла на чакраме с копьем. Для меня было очень тяжело, с тем условием, что я до этого вообще на копье не играла, и для меня это оружие вообще чуждо было. Но после мне даже понравилось. Это что-то новенькое, а не заезженные чакрамы. Ну, с тем, как игра в принципе лагает, я думаю, приятнее смотреть там на лаги какой-нибудь пики, нежели кинжалов. Согласна, да. Ну, кинжалы просто заезженные движения. Че, бежишь ЛКМ, бежишь ЛКМ, все. Ну, либо ПКМ. А так особо не на что смотреть. Либо просто, например, в углу кого-нибудь А, зажимаешь и тыкаешь, тыкаешь, тыкаешь. Ну да. Ну вот рейд-клики еще, допустим, вот с пики рейд-клик вообще не страшный, как с кинжал или молотов каких-нибудь, топоров, Ты имеешь катан. в виду по урону или про что? Ну да. А, Ну, если сравнивать там ПКМ с пики, ну, рейд-клик с пики, угу. либо же с любого другого оружия. Вот если бы у тебя была, например, возможность добавить в игру что-то свое, что бы ты мог добавить? Что бы хотел, чтобы было в игре? Ну, я не знаю, может быть, сделать сложнее PvE-контент как-нибудь, может быть. Какие-нибудь данжи можно добавить посложнее, либо Ну, NPC, нет, сюжетку. вот не обязательно что-то добавлять, просто чтобы PvE-контент был не настолько легким. То есть, чтобы ты там в соло не мог, ну, буквально голым пройти вообще всю карту, все, что ты хочешь. Ну, на самом деле, я бы не сказала, что PvE-контент прям легкий, потому что разработчики очень плохо сделали для новичков. То есть обучающего ничего особо нет. Если только смотреть видосики каких-нибудь там летсплейщиков тех же. А, Тот же самый, как звездник добыть, ты не ну, тяжело догадаться даже вот в этом. То есть я бы не сказала, что новичкам прям легко. И также оружие не доходит до этого звездного. И что потом? Они не знают, например, за топ одежду, за топ оружие. Ну, какой это PvE контент? Типа, пройти данжи? Не знаю, там же в интернете куча информации, Так вот именно, что в интернете. на Википедии всякой. А разработчики не постарались облегчить людям жизнь, новичкам, и рассказать об игре. Они типа тебя отправляют, вот, все, играй. И постигай Пути- сам. Путешествия есть. Ну, кстати, путешествия не особо-то и Не, ну да, есть такое, интересно. непонятно, вот как сюжетку пройти, вот без Вот. подсказки интернета, это же, ну, ты никак этого не сделаешь. Вот в этом я про это и говорю, что людям непонятно, как, что от них хотят в этой игре. Ну, типа, да, там они добыли камень, дерево, соорудили там себе песчаник и все. Непонятно, что они хотели для PvE-контента именно. Хотя PvE сервера, на PvE серверах очень много людей, я заметила. И они даже больше спросом пользуются, чем PvP. Ну, модовые, да, наверное, ванилы вряд ли. Как ты думаешь, почему Конан менее популярен на стриминговых платформах по сравнению с другими survival играми? Потому что игра дерьма. Игра лагает, мало кого это интересует. То есть мало кто влюбился в эту игру. Но в целом эта игра интересная. Ну, интерес заканчивается до, не знаю, на первом рейд-тайме каком-нибудь. Ну, в рейтайме больше всего, конечно, лагает. Независимо от того, какой сервер. Кто бы что ни писал про топ-машины, мне кажется, не поменяет это лаги сервера. Да, игра сломана, к сожалению. И сломалась она ровно в тот момент, когда я начинал в нее играть. Ну вот, насколько я помню, вот до магии игра была еще нормальной. Как завезли магию, как будто бы все, игра пошла на спад по производительности. Вот как по мне. Говорят, да, после магии, говорят, после того, как персонажей увеличили. Ну, когда в проворке добавили этот третий перк, который увеличивает твою скорость. Говорят, из-за этого. Ну вот я помню просто до магии, как игралась. Намного было приятнее играть. И в целом игра была плавнее, чем после того, как добавили магию. Когда начинал играть, магия была сразу, но еще как будто было бы нормально.
пару месяцев, может, было нормально, а потом в какой-то момент после какой-то обновы такой, ну, не глобальной, как будто все полетело вверх дном. Ну, надеемся, что в дальнейшем все-таки разработчики займутся Конаном, потому что Дюна выпущена, как бы пора бы уже и Конан вернуть в нормальное русло. Ну, надеемся, но не знаю. Мне кажется, это уже не исправить вообще никак. Какое у тебя основное оружие в игре? Вот если не брать мод на пику, вот в целом, в чем, ну, с чем ты играешь в основном? Вообще без разницы. Ну, естественно, лук, наверное. С него легче всего убить противника. Ну, а так вообще мне абсолютно без разницы. Я могу с любым оружием играть. Ну вот, кстати, многие считают, что лук — это оружие для трусов, слабаков. Вот что ты можешь на это ответить? Ну вот с бесконечной стаминой, да, наверное, это ну, очень имбовое оружие. С бесконечной стаминой ты там с луком можешь вообще, блядь, хоть 1 в 10 драться и выигрывать. Ну вот на Апокале такое было, до Да, обновы последней. это вообще нереально было. Ну, очень легко. А сейчас, ну сейчас тоже, наверное, лук имба, но чуть проебешься по стамине, и тебя съедят за те 4 секунды, пока ты в серой стамине. Да, это ужасно. А так же раньше вроде было, это серая стамина, точнее серая зона. Но я что-то не помню. Многие говорят, что так и было раньше. Да, это старая стамина, по сути. Такая уже была. Ну, тут это, наверное, прикол такой. Просто что-то, не знаю, что поменять, меняют стамину. То такую делают. Да, кстати, мы сделали обнову, мы вернули стамину. Круто. Это, наверное, плюс. Это стамина, потому что нету бесконечных кувырков, и ну, люди меньше лагают, наверное, как мне Ну, в кажется. целом, типа, PvP по-другому стало играть. То есть ты не можешь бесконечно на шифте бегать, бесконечно перекатываться. Соответственно, персонаж чуть помедленнее становится. И людям И, приходится думать. ну, думать, да. Если наловчиться, то и в серую не уходить. Тоже прикольная стамина. Мне, ну, мне нравится, типа, все там говорят, типа, вот, типа, там, такая стамина, типа, лучше, такая лучше, ну, вообще без разницы. Ну, наверное, все прикольные, просто как по сезонам, что ли, можно сказать, в них нужно играть. Ну да, Ну, сезон бесконечно это такая. худшее, наверное, а приятное для, наверное, соло какого-то гейминга, а для тимфайтов это ужас полный. Бесконечные кувырки, без пики. С пикой еще ладно, ты мог туда в кувырки закидывать урон. А вот без пики, с бесконечными кувырками, я вообще без понятия, как туда урон наносить. Без М, лука, опять-таки. Ну, даже с луком, на самом деле, не всегда ты сможешь дать ровно в перекат. Нет, с лука в перекат стрелять, это самое легкое, наверное, что можно только придумать. Туда и Ну, урона огромное залетает всегда. ты имеешь в виду в перекат человеку или, типа, с переката стрелять? Перекат человеку. А, ну вот я так и училась играть, что именно в перекаты давать. Так, ну, как бы так более высокий шанс того, что ты попадешь в человека, чем он просто будет дергаться влево-вправо, и ты будешь предугадывать его движение, чтобы стрельнуть туда, куда нужно. Вот один из Ну да. провокационных вопросов. Вот если бы тебе дали банхаммер на один день, кого бы ты забанил? И почему? У, Подбанил игрока. Я не знаю, ну читера, наверное, какого-то. Ну я не знаю, кто с читами играет, а кто нет. Например, есть неприятный какой-нибудь человек, с которым ты сталкивался. Нет, их нет. Ну, вообще в Конане все неприятные моментами, Но в целом наверное. люди хорошие, да? Наверное, ну, не знаю. Ну, все токсичат в Конане. Как тут не токсичить, когда игра такая плохая, и от тебя, иногда от тебя вообще ничего не зависит, там, PvP или, не знаю, вообще в целом. Нереально не токсичить, я думаю. Забанил бы я, наверное, ну, просто любого читера. Всех читеров. Ну, либо да, либо всех просто. Долой всех читеров. Ну а так, вот по твоему мнению,
Как вообще зарождаются конфликты, неприязнь друг к другу в этой игре? Что Когда способствует? кто-то кого-то сильно ебет в ПВП. И потом Ну, называют или либо, читы, либо, читы. либо в чате, да, что-то высказывать, начинает свое мнение. Ну да, кстати, это зачастую часто неприязнь вырабатывают друг к другу, и потом, ну, как бы потом неприязнь остается, пока ты не начнешь нормально общаться с человеком лично. Да, кто-то в чатике, кто-то, типа, ПВПшится, кто-то потом, после того, как ПВПшился, перестает ПВПшиться. Не знаю, такое комьюнити, наверное. Ну, может быть, не самое токсичное, как в других играх, но Не, токсичное. я не скажу, что в Кононе токсичное комьюнити. Есть токсичные индивидуумы, но в целом люди готовы даже помогать друг другу, там, ну, малейшая помощь, в принципе, они идут там на уступки. Не, ну тут, скорее всего, у каждого, каждому свое отношение какое-то предвзятое. Ну, не знаю, у меня ко всем изначально нормальное отношение, я вот прям соблюдаю нейтралитет. Как бы да, я могу гореть и в порывах злости, грубо говоря, кого-то там отхуесосить. Но чтобы так вот необоснованно кого-то херачить прямо ему в лицо, я так не буду делать, пока он действительно что-то плохое не сделает. Так, ну давай напоследок тогда топ-5 европейских игроков, по твоему мнению. И вот объясни, почему именно они, которых ты знаешь, с которыми лично сталкивался, и 5 РУ игроков. Так, ну давай начнем с Да, европейских. давай топ-5 европейских. Ну, первое, это Ликинг, это, естественно, я думаю. Ну да. С ним очень интересно на пике играть и тимфайтиться в целом. Суда. Ну, Арабия, наверное, топ-2. Так, не знаю. Наверное, на этом все. Ну, не хочу просто называть рандомные имена, потому что больше в голову никто, наверное, не лезет. Супер. Теперь топ РУ игроков. Топ.ру игроков. Ну, весь мой клан, наверное. Перечисли. Всех. Ну, из самых, наверное, сильных, но опять-таки, вот, учитывая игроков, наверное, только на пике. Топ-1 это Ганжа, наверное. Потом, потом все остальные, типа, все вместе на втором месте. Наверное, так. Если прям перечислять, вот здесь будет топ-10, наверное. Ганжа, Тамиеши, Линкинг, Мафио, Get Lost, Малинка, SQ, Паситу можно еще сюда добавить, Холли, Шиза, Рома, Келдром. Так, ну это из твоей пачки. А в целом, например, вот в РУ. Вне моего клана. Ну да, да. Кто еще неплохо в ПВП топ может войти? Ну вот, Сена. Вот с Ксеном мы вот недавно файтились на арене. Тоже очень сильный чувак. Ну, мы с ним, ну, на арене максимум мы играли. Там на ПВК какого-нибудь максимум. Кто еще из таких прям таких еще кого-то, не знаю. Ну, это из жестких прям, типа, которые ебут. Ну что, на этом, пожалуй, закончим. Спасибо за честные ответы и классную беседу. Спасибо за интервью, Алина. Было приятно играть в эту игру. Я ухожу в Counter-Strike.